Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Вот видите, в необычных декорациях. Все потому, что я в летнем режиме. Я сейчас укатил в Санкт-Петербург, где, в общем-то, наслаждаюсь прекрасной погодой, прекрасным городом. И, в общем, я всячески ушел в гедонизм, чтобы немножко перезагрузиться, сменить обстановку и чтобы осенью отдаваться любимому делу со всей силой. Но при этом я взял с собой практически все оборудование, чтобы, как-то на какие-то важные вещи хотя бы реагировать иногда. Хотя обычно летом я ухожу полностью в забвение, но в этом году ковид внес свои коррективы, у нас нет этого всплеска информационного на E3 и потом тишины двухмесячной, поэтому нужно на что-то иногда реагировать. И сегодня поговорим про Мстителей. И тогда я, кстати, год назад шутливое название для ролика сделал «Игра бесконечности», и, оказалось, что она действительно про это. Ты меня ждешь? О, да, разумеется. Подумал, поддам. Кстати, довольно забавный, умышленный, неумышленный, не знаю, маркетинг у этой игры, то что большая часть людей, когда заходит речь про Мстителей, про игру по Авенджерам, они почему-то уверены, что это будет что-то типа Спайдермена. То есть такая сингловая игра, только вот с другими героями и такая же крутая. И вот здесь этих людей будет ждать такой первый мини-облом, потому что, да, игра сначала прикидывается таким классическим битэмапом по лицензии. У тебя есть такое вступление, которое они когда-то вот на E3 показывали, давали в него поиграть. Бежишь, там кинематографичная постановка, все взрывается. В Сан-Франциско идут эпические бои. Ты то за Халка, то за Черную Вдову. Раздаешь всем злодеям люлей, камера летает просто в самых невероятных ракурсах. Постоянно разваливаются достопримечательности. И ты, в общем, играешь в это и думаешь, это такое вот что-то в стиле активиженовских игр по лицензии Marvel. Окей, битэмап на несколько вечерочков. Но оказалось, что Square Enix думали несколько иначе. Вырубили, наконец-таки, лицензию на Marvel, и неизвестно, сколько она им стоила. И что это дело, по-хорошему, надо нормально окупать. Именно поэтому они ударили хлыстом, собрали сразу несколько студий. И Crystal Dynamics, создатели Lara Croft, и в основном это Eidos Montreal, создатели Deus Ex и Thief. И еще кучу других команд нагнали, чтобы сделать, что, да, правильно, вы угадали, Destiny во вселенной Marvel. Ну-ка посмотрим. На самом деле, ребят можно понять. Вы представляете, сколько стоит лицензия на Marvel? А какие там проценты надо отдавать? Тут нужно создавать вечный двигатель, который будет зарабатывать тебе бесконечное количество денег, с которых не жалко делиться процентом. Кроме того, другой такой, да, яркой, заметной игры сервиса у них нет. А когда ты выпускаешь вот все время шедевры вроде Deus Ex, а они, дай бог, в ноль работают, что это? Как вот это все? Это же стресс огромный. От зарплаты до зарплаты раз в несколько лет все живут и так далее. Потратишь много миллионов, потом ничего и не отобьется. Должна у любого взрослого человека, у любой взрослой большой гигантской компании должно быть все наперед продумано и стабильно. Соответственно, да, перед нами игра-сервис по типу Destiny. Господи, я даже не предполагал, насколько я буду прав, да, когда первая Destiny выходила, я сказал, что это все революция, вот так теперь все будут делать. И, действительно, все так делают. Но к чести разработчиков надо сказать, что, на самом деле, они не то чтобы в тупую подошли, да, ко всей этой истории, потому что битэмапов типа Destiny на самом деле не так уж и много. Да, вот есть в Warframe, там, рукопашка, еще в других играх, но полностью вот механика именно битэмапа в этом жанре, вот в таком поджанре глобальных игр-сервисов не встречается. Хотя, наверное, авторы могли подумать и задуматься, почему так происходит. Это невероятно! И на самом деле у меня есть подозрение, что с точки зрения финансовой у этой игры все действительно будет замечательно. Потому что сама идея и сама лицензия — это современный аналог «Звездных войн», это лицензия на печатание денег бесконечная. И просто вот вы любому ребенку, который сходит с ума по Мстителям, говорите, да, что вот есть игра, где ты можешь за Капитана Америка, за Айронмена, за Халка, за кого тебе там вздумается, да, из этих всех чертей, поиграть с друзьями. И вы вот вместе, как одна команда, можете раздавать люлей злодеям. Мне кажется, вот для массовой аудитории дальше не сильно важно, что происходит на экране.
Или важно? Отойди назад, бог грома. Не все веселье тебе одному. Не, на самом деле, правда, очень интересно, что с этой игрой получится, потому что помимо основной идеи и того, что это Мстители, и это битэмап, и можно с друзьями вчетвером фигачить и выполнять задания, и делать это на ежедневной основе, да, с постоянными какими-то дейликами, всех разносить, ничего кроме вот этой вот основной идеи хорошего, наверное, в этой игре нет, потому что практически все, что там сделано, оно сделано окей, наверное, по современным меркам. Там симпатичная графика, там неплохой битэмап, но опять же не лучший. Там вот есть эта система а-ля Destiny, когда ты получаешь постоянно какие-то задания, там, проходишь одни и те же миссии, проходишь с повышенной сложностью, потом идешь в рейд на босса. Это все вызывает абсолютно ноль положительных эмоций, потому что, ну, с точки зрения того, что ты уже миллион раз все это видел в других играх. То есть ничего нового. И понятно, что каждый раз ты идешь за новым лутом, фиолетовыми, синими, зелеными, золотыми, легендарными шмотками, ставишь их на персонажа, он становится еще сильнее, чтобы ты, в общем, этот круговорот дрочильни ты бесконечный, он повторялся. Ну и, понятно, героев ты развиваешь, новые удары получаешь, чтобы еще виртуознее всем раздавать. Герои все очень разные, да, то есть и Мисс Марвел с своими тягущимися клешнями, Iron Man, который по механике напоминает то, что мы могли в гимне увидеть в Энфоме, только не так хорошо сделано. И тут кто-то бомбанул сейчас. Да, в Энфоме много чего было хорошо сделано. И вот как раз поиграв в Авенджеров, можно понять, насколько там те же полеты и костюмы были лучше сделаны, чем то, что с Iron Man. Iron Man пытается подражать, но нет, тут Тони не все допродумал в своем костюме, управлять им не очень удобно. Кто-нибудь следит за счетом, а то я явно веду. Халк вообще довольно странный персонаж для игры, мне так он по-настоящему и не зашел, он просто Халк крушить, давишь 3 кнопки и крушишь, иногда распрыгиваешься. Более-менее интересно, кстати, как и женские персонажи. Та же темная вдова, у которой очень много на уворотах и рукопашки, и в общем, заходов красивых на противника. И, собственно, Мисс Марвел, которая тянется, и действительно необычно за нее играть. Она постоянно увеличивается, уменьшается в размерах, растягивает там свои клешни, и все вот это вот происходит. Наши враги потерпели поражение. Короче, герои довольно разные. Это, наверное, хорошо. Плохо то, что противники ни хрена не разные. И вот это самый, наверное, большой провал. Это окружение, миссии и те, кто тебе противостоит. Потому что по сюжету произошла террористическая атака, в общем-то, Мстители не смогли ее предотвратить, куча народу облучилась, стали получать способности, публично Мстители козлы отпущения, корпорация AIM решает взять на себя миссию по спасению человечества, обещает всех излечить, но они на самом деле свою какую-то скрытую адженду имеют. Для борьбы с супергероями и суперзлодеями используют роботов и, в общем, убеждают всех, что роботы — это ключ к спасению человечества. Ответов у меня нет, но одно я обещаю. Свой второй шанс я использую, чтобы защитить вас. А им найдет лекарство от болезни нелюдей. Естественно, роботы становятся быстро основными нашими противниками, ну еще охранники этой корпорации. И вот это очень-очень все уныленько. То есть тоже, опять же, все типы врагов, которых вы можете представить вот в такой игре, они здесь будут. То есть ничего удивляющего, оригинального и прочего здесь просто нету. Опять выходят какие-то охранники с оружием, с гранатами, опять чувак с электропосохом, да, робот, которого нужно как-то по-особому мочить. Представьте, что вы это делаете просто на постоянке. Вы на постоянке мочите гребаных роботов. Это очень утомляет. Что у тебя там, букашка? И утомляют интерьеры. Ну, в какой-то момент проходит вступление, начинается такая глобальная игра. В общем, Мстители тусят на своем корабле, корабль потихонечку восстанавливают, ты можешь там посещать разные отсеки, в общем, вести милые диалоги с персонажами, находить всякий фан-сервис. Ну и каждый там важный сюжетный отрывок, что-то на корабле меняется, и ты заново его исследуешь. То есть есть такой хаб, да, это твой корабль. Это мило, прикольно, всегда работает, старая схема. Так вот, где тусуются Мстители.
Интересно, газировка там еще осталась? Но когда ты отправляешься на миссии, есть какие-то, да, там, сюжетные задания. Герои там сначала, например, пытаются обыскать старые лаборатории Старка, найти Джарвиса, чтобы подключить его к компьютеру. Все это было бы интересно и атмосферно, если бы было бы интересно и атмосферно, если бы это достойно срежиссировали. В игре же очень куцо все с заставками. После вот этого вступления, в котором они пытались показать, что, смотрите, это как Спайдермен будет. Помимо вот этого вступления, в игре все остальное, ну, очень так, по крайней мере, пока что бедненько сделано в плане повествования. И зачастую у тебя просто текст вылезает, на каком этапе сюжета ты находишься, что герои делают, как все происходит. Какой-то такой внятной режиссуры и атмосферы в игре довольно мало. И это очень, кстати, меня удивило, потому что вроде как делали люди, которые во всем этом разбираются. Теперь я смогу воссоздать щит. Если вам что-то понадобится, дайте мне знать. Теперь мы будем видеться гораздо чаще. Жду этого с нетерпением, директор. Так и хочется встать по стойке смирно. Ну а дальше начинается вот типичная хрень, у тебя всякие задания побочные, и все они сводятся, сука, к одному. Вот есть, короче, какой-то там секретный архив, или там мейнфрейм важный, или лаборатория, и в ней нужно разгромить сервера, или захватить сервера, или спереть сервера, или что-то подложить на эти сервера. И я такой, ты сидишь, это мстители серверов, что ли? Ну то есть настолько куцо все в плане сюжета и сеттинга, у тебя ощущение, что ты всю игру будешь мочить роботов, и всю игру ты будешь шастать по одинаковым лабораториям, одинаковым серверным и выполнять одну и ту же херню. Результаты исследований хранятся на нескольких серверах, чтобы избежать потери при отключении энергии. Чтобы предотвратить дальнейшие эксперименты, вам придется разбить все. Ну и вот этот момент, он на самом деле практически все и убивает. То есть я вот играл день где-то, и мне уже в середине дня прям надоело. Я просто хотел побольше поизучать героев, пооткрывать побольше приемов, но я больше не хотел смотреть на одни и те же локации. То есть даже если речь идет о каком-то псевдо-open world, все равно им тыкают туда вот эту хай-тек херню, как бы, и все локации все равно выглядят одинаково. Очень искусственные, не по-настоящему. Все лаборатории одинаковые, все враги одинаковые. И это у тебя немедленно все превращается в кашу. А еще самое плохое, то что когда ты начинаешь с друзьями играть, и когда начинается прям замес, где 4 супергероя что-то делают, и бегают вот эти враги, ну, начинается натуральная мешанина. Ты просто, не понимаешь, что, где, какой враг, что с ним делать. У тебя все настолько разноцветное, пестрящее, и все взрывается постоянно, и суперудары какие-то применяются, что на самом деле все превращается в какой-то ядреный хаос. Возможно, когда ты многие часы наиграешь, уже все будет привычно и понятно, но я вот просто в какой-то момент начинал уже какие-то знакомые мне комбо отдубасивать на геймпаде и не сильно задумываясь, куда, кому они прилетят, зачем. Не самый умный твой ход. Ну, короче, нельзя сказать, что эта игра там, типа, лютое дерьмо, и я понимаю, что в нее, скорее всего, будут играть, особенно такая гипер-кэжуальная аудитория, и в первую очередь Marvel, и это будет работать. Но вот лично я вот никакого желания возвращаться в эту игру на данный момент не испытываю, вообще никакого. То есть вот один день я понажимал, и я не понимаю, вот зачем, почему, что меня должно туда втянуть, потому что мог бы сюжет. Но сюжет, говорю, после вступления, и то на самом деле не дико интересного, он очень сильно сдает в режиссуре и повествовании. Плюс, поскольку это игра-сервис, они, наверное, его еще растянут и будут какие-то там крупицами потом его части скармливать в дополнение. Поэтому, ну их нафиг. Геймплей вроде битэмап, прикольная идея с друзьями вот каждый день заходить и дурачиться за Мстителей. Но, блин, однообразие отбивает всякое желание это делать. Короче, кому-то зайдет, но точно не мне. Вы можете, конечно, попробовать, но мне кажется, что это все-таки история исключительно для фанатов Marvel. На этом у меня все. Спасибо. Ставьте лайк, если был полезен ролик. Бета вроде сегодня стартует, можете попробовать. Я, наверное, уже туда не вернусь. Пишите в комментах, как оно вам. Ну и увидимся, не скажу, в ближайшее время или не в ближайшее, но однозначно увидимся. Пока что я в летнем режиме отдыхаю, комментирую только то, что мне интересно. Счастливо!